Доброго всем денечка, с вами ваш модный, самый красивый, сексуальный мужчинка на свете, сынуля красотуля. Сегодня у нас, по-моему, 19 ноября или 18 ноября. Ну, сынулька красотулька настолько умный, что он знает только воскресенье сегодня. В общем, либо 18 ноября 2023 года, либо 19. Здесь вот такая аппетитная супер-пупер вкусняшка, очень сочная, очень вкусная. Доча выползла. Ой, доча рука не держит. Рука у строителя 80 уровня не держит. Ой, прибавила. Как ты у меня? Нормально? Нормально? Ой, ты моя. Что, зубки есть? Есть. Ешь давай. Съедай все. Вкуснятина такая. Так, кошать не спят, по-моему, одна бычка только лазит. Ешь давай вкусная такая. Ешь давай очень вкусная. Че выбираем еще? Ну-ка кушай. Вкуснятину такая. Я старался. Ешь давай. Ешь. 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 Кушай давай, выбираешь. Теперь будет выбирать. О. Ешь давай. Так, у нас на горизонте птички. Птички, синички, воробички. Жрать давай, говорит. Ну, вот это не холодно, но обещали ветер. Вот это вся, весь снег этот подтаивал. -2. Отлично. -2, надо идти заниматься. Сейчас пойдем черенком заниматься. Вот так. Я вчера мало занимался. Он ни низок, ни высок. Наш 7-метровый теремок. Чего, птички, жрать? С 2 кормушек склевали. Маленькую третью я вчера смотрел. Кормуху кино. О! Ни низок, ни высок. Наш супер-пупер. Ой. Вот такая для птичек вкусняшка. Во! Вкусняшкина. Самая для птичек. И сюда. О, нормально так. О, вообще нормально. Да, такая горка. Горка-шпорка. Нормально. Там нормально. Ну, посмотрим, что там у нас. О, прилетели уже. Смотрите, что они делают. Не настолько голодные. Они скидывают овес, ячмень. Что тут они? Все скидывают. Птички тоже хитро-мудрые, я бы сказал. Выбираю, что повкуснее. Зима придет, все жрать будете. Да? Вон они сидят, 2 воробья. Сейчас их тут будет под 100, они тут. Хлюп-хлюп, хлюп-хлюп. Пойдемте смотреть. Что вчера наделал суперстроитель с фонариком на голове. Дина ест. Дина у нас кушает. Так, это самое главное. Кушаешь? На меня смотреть. Кушай, кушай давай. Кушай, кушай. Никого не слушай. Рядушки. Тем гавриком Мусик в комнате спит, мышка в комнате спит. Дам по корму. Мама уже Буську накормила. Буська и тут, и там у нас оттирается. Буська, кстати, полюбила со мной оттираться.
Здесь настройки. Окна открыты. Ну что жарко. Когда нагревательные тены утром только выключили, а жара стояла. На улице уже не холодно. То ночью не выключили. Не душно. Так, притащил я 3 доски. Все бы хорошо, доски далеко таскать. Не собака тяжелая. Так, вот тот мусор я сложил отдельно, отложил. Буду расколачивать, убирать в это из-под стекловаты. Сегодня только распилка. Получается, у меня только 3 доски покрыты на данный момент. Во, как я сделал. Сейчас яркость прибавим. Во. В данный момент 3 доски у нас. И все, что смог, я устелил. Также у меня еще этот по 10 сантиметров рулон оставалось. Как смог, ребята, так и застелил. Кусочки пенопласта ломал, где в какие места, что не хватило. Ушло дофига, короче. Ушло дофига. Я тогда сейчас распиливаю доски и продолжаю их накладывать. Посмотрим, здесь всего 3 доски, сколько досок я сделаю. С одной доски, которая 6.20, 6.30 идет, она 6.30 идет. Правда, этот не обманывал, когда с лесом договаривался. Буду распиливать. Да, и вот такие кусочки остаются. Смотрите. Помните, я обещал, с них будут оставаться вот такие кусочки. Вот они. Я их складирую в отдельную стопочку. Потом я буду делать вот такой уголок. И на крышу пойдет. И все. Там ерунда. Ну что, иду несу штатив. Начинаю делать. Можно прогуляться, в принципе, к маленькой кормушке посмотреть. А вот отдельно мусор я буду выбрасывать. Тоже надо выбрать время. Вот эти пластмасски проколачивать, ломать их из-под стекловаты. Металлический бак я убрал, в металлическом один был. Березка стоит. Зимушка, зима. Нарисовалась-то у нас. Поле, поле. Пойдемте к кормушке. Красивая какая у нас кормушечка. Красивая. Там есть. Ладушки. Скворечник. Иду делаю. Короче, пью кофе. И делаем наш мини-скворечник. Кстати, кто не знает, почему с одной стороны я оставил вот эту вот досточку. Видите, вот здесь на конце досточка, выступ, который надо было спилить. Тут все очень просто. Я буду натягивать металлический трос и вести к дому. Там будет находиться провод. Вот такие же, как провода идут у меня. Я делал. Держать провод будет к дому на самой высоте, чтобы по высоте было. И плюс с одной стороны прожектор я установлю, будет светить сюда. И с другой стороны я прожектор установлю и антенну, которая будет направлена туда. Поэтому в прошлый раз мне не надо было к дому делать. А тут я подумал, я решил оставить. Самое логичное. Срабатываю в лес. Одна 25-ка осталась. Она пойдет на карниз. Тонкая доска. Остальная у нас 50-ка. Пятерка в простонародье. Сейчас посмотрим, там дочь. Это кто тут черпает?
Ку-ку. Ты кто? Я первый раз вижу. Что за птичка, я не знаю. Вкусно чирикает. Ты поела? Ладно, иду гарочкам давать, короче. 9 утра. Ты покушала? Ты покушала? Ты, моя, покушала? Все съели? Не доели? Дой-дой. Дой-дой. Ешь. Дой-дой, там немножко осталось. Иди сюда. Ну иди. С тобой никто не играет. Ну-ка, поиграем. Охраняй чашку. Охраняй чашку. Чашку надо охранять. Но только не от меня. Чего? Что там у тебя? С тобой никто не играет, лошадь. Шейка чешется. Ты лошадь. Ты лошадь. Знаешь? Ты лошадинка моя. Иди дай чашку. Иди дай. Ты у меня еще. Че, мы? Иди доедай. Ой. Не бегалась? Дой-дой. 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 Все. Ушла на свое коронное место. Она там, кстати, сидит и на солнышко греет. Вот и сиди там. Так, ладно, хватит ходить бродить. Время у нас, кстати, 9 ровно я выходил. Идем домой. Начал я стучать, пробивая одну доску, 2 гвоздя там, 2 гвоздя здесь и 2 гвоздя там. На одну доску 6 гвоздей уходит. Всем интересно, какая будет высота все-таки по факту потолков. Кто смотрит из подписчиков. Смотрите. Беру не от самого верха, а от блока, от балки вот от этой беру. Беру вот от блока. И сюда опускаю. Получается 282. 282 сантиметра. сантиметра. И смотрите, на пол лягет 1 сантиметр ОСП, и на потолок лягет 1 сантиметровый ОСП лист. Итого чистая высота потолков будет, чистая, 2,80. Вот такая высота потолков. Я думаю, нормально для такого домика. Это как в полноценных уже домах. Хотя в полноценных могут и 3 метра, и 3,20, и 3,50, но 2,80 чистая будет. 2 сантиметра этих уберем по сантиметру, потому что прибьется ОСП. На полу ОСП сантиметровый и на потолке. 2,80. Ладно, случусь.
Мама приготовила такие макароны, как раз в сковороде с курочкой. Здесь сарделька осталась. Ветер поднимается, но он теплый ветер. А еще сегодня тепло. Сильный ветер сегодня передавали. Может, 20 метров в секунду Угу. поднимается. Ну, тепло, плюс 9. Ну, ветер. Так. Родители уже поели. Рожки, макаронки. Вот так вот. Нормально. Готовим. Ладно, обедаю дальше. Смотрим кино. Его никто не
можно. Он так маячит. Брякаете. Брякаете. А тут мне Васильевича одного не хватает. Не кажется, мне тут. Мама шампиньоны наливает. А? Шампиньоны, супчик будет. Я сейчас хочу. Больше стоит. Угу. Да. Капусты маленько, картошки еще там сзади. Шампиньоны. Морковочку. Прикорку, пару картошин. Масличное маслица. И вот такой наборщик будет. Малиночка свою опять. У нас ураганище. Смотрите, что сделала вот у соседей. Теплицу разбила. Не просто ураган. Хламину. У меня все ходуном ходит, заборы. Леса позавалило. Все, я заканчиваю работу. Еще баню топят. Нафига в такой ветер топить? Закрыл пока я все. Тоже с досками сносят. Килограммовые гвозди с пола улетали. Налетел. Надо смотреть, потом заборы еще будет прокручивать. Вет понаделал. Ветрища. Ураганище. Фигачит. Успокоиться. Леса мои сдул. Все, короче, поздувал. Леса стояли, улетели. Ужасно. Весь хлам. Так. Смотрите, как забыл. Не просто шлепает, а очень шлепает. Ладно, не в этом суть. Я полы. Все, я пока закончил, ну и нафиг, чтобы у меня стекловато не разлеталось. Сделал вот так вот полы. Пока на данном этапе все нормально выходит. Их плюс не надо стягивать как сухую доску, мучиться. Делаю пробивало быстро. Здесь у порожка по 3 гвоздя, потому что больше всего ходить. Пока вот так вот у нас все выглядит. Я пока завершил. Ну нафиг. Заколебался, сносят. Слетаешь, доски эти еще носишь. Да? Пока завершил. Это еще маленько подуспокоился, но бед понаделал, короче. Ничего хорошего нету. У меня там заборы подумал. Ходит, смотреть надо. Крышка с бака улетела. Прекращайся уже. Как начинает парусить, и все. Она. Здесь все разлетелось. Кормушки там разлетелись. Потом смотреть. Ужасно. Столбина ходуном ходит. И только я один хожу, брожу. Ладно, все выдержу, потом смотреть буду. И все везде выдерживает. Тоже ходит. А все ходит, свет моргает. Все ходит. Ладушки. Пру, короче, домой. Хорош. Нормальная погода, но из-за этого ветра терпеть не могу.
Кормушка размаслала наша. Вон она возле будки. Кормуха лежит. Вот так вот и теплицы. Нафиг эти теплицы, за 30 тысяч поставишь, чтобы потом не окупится никогда эта теплица.